привет! Меня зовут Наталья, и вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано». Сегодня мой видеоурок будет посвящен вязанию шляпы федора или ковбойка, как еще ее называют. Значит, на этом видеоуроке мы научимся вывязывать донышко в виде капельки. Мы научимся плавно переходить к тулье. Тулья в шляпе федора вяжется не так, как в канатье или в обычной шляпе с полями. Также мы научимся вывязывать поля, ввязывая в них ригелин, чтобы они держали форму. Вот. Ну и все мелкие какие-то нюансы, о которых я сейчас не вспомню, они по ходу видео будут показаны и рассказаны. Значит, что касается этой шляпы, это очень универсальная модель, которая подходит как мужчинам, так и женщинам. Вяжется как для мужчин, так и для женщин она одинаково, единственное, отличается, конечно, размерами. А так все абсолютно одинаково. Значит, что касается украшений. Я не украшала эту шляпу лентой, не украшала эту шляпу вышивкой из рафии. У меня очень такой спокойный, лаконичный вариант. Вот единственное у меня вот украшение — это пусета. Сейчас, кстати говоря, очень много брошей, булавок, пусет всевозможных продаются для украшения шляп. И шляпы смотрятся очень интересно, и какая-то изюминка у них появляется. Вязать ее не очень сложно. Вот, кто вязал уже хоть какие-то шляпы, значит, легко с ней справиться. Но даже те, кто не вязал, по-моему, на мой взгляд, мастер-класс подробный, поэтому свяжет даже новичок. Главное уметь работать крючком и уметь вязать столбики без накида обычные и знать, что такое прибавки. Понадобится, я вязала эту шляпу из рафии Испи, а можно вязать с любой рафии, какая будет у вас под рукой. Там то ли фибронатура, то ли итальянская, то ли крученная. В общем, какая есть, такое и вяжете. Вам понадобится, значит, рафия, понадобится крючок, понадобится маркер для того, чтобы отметить начало ряда. Вот ригелин, термоусадочная трубка, утюг и зажигалка. Ну и детали уже для украшения, это уже ваши, на ваше усмотрение. Ну все, чтобы долго не затягивать, приступаем к вязанию. Итак, для вязания шляпы федоры нам понадобится моток рафии Испи. Здесь в 100 граммах 250 метров. У меня будет изделие в цвете тауп. Крючок 3,5, маркер, ригелин для поддержания полей и термоусадочная трубка для закрепления ригелина. Ну, еще ножницы для того, чтобы обрезать ригелин. И, пожалуй, все. Можно приступать к вязанию. Вязать мы начинаем из 7 воздушных петель и петли подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 петля подъема. Вот, начиная с этой косички, мы будем формировать наше донышко, которое будет в форме капельки. Теперь нам нужно в третью петлю от крючка провязать столбик без накида. Вот 1, 2, 3. Столбик без накида. И дальше еще 4 столбика без накида, теперь в каждую петлю. 2,
3, 4 и 5. Так, здесь мы провязали по этой стороне 5 столбиков без накида. Теперь нам нужно сделать разворот. Для этого мы в первую вот эту петлю должны провязать 3 столбика без накида. Вначале будет сложно вставить крючок и ввести, потому что она, как правило, затягивается, эта петля. Но хоть и сложно, но возможно. Все, ввела. И теперь в эту петлю мы провязываем 3 столбика без накида. Один. Сюда же. Два. И сюда же 3. Третий столбик. Вот мы развернулись с вами. И дальше мы должны провязать 5 столбиков без накида, точно так же, как мы провязывали по предыдущей стороне. Стараемся это делать симметрично, не пропустив ни один столбик. И параллельно ввязывая вот этот оставшийся хвостик, для того, чтобы потом его не прятать и не обрезать. 2, 3, 4, 5. Мы дошли до следующего разворота, и в последнюю вот эту петлю мы должны провязать с вами 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь при помощи маркера отмечаем начало ряда. И следующий ряд мы начинаем с 6 одинарных столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шесть петель провязали. И теперь в следующую петлю мы для разворота снова провязываем 3 столбика без накида в одну и ту же петлю. 2, 3. Вот таким образом. Дальше снова провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот мы дошли с вами до следующего разворота, где мы провязывали с вами 5 столбиков без накида в 1. Теперь нам этот разворот, эти прибавки нужно удвоить. То есть в каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по 2 столбика без накида. И если у нас в прошлом ряду здесь было 5 столбиков, то в этом ряду у нас будет 10 столбиков. Итак,
первый мы провязываем 2 столбика, 1, 2. В следующий тоже провязываем 2. Это уже у нас будет 3, 4. Следующий провязываем 2. Это у нас 5 и 6. Дальше снова 2. Это 7 и 8. И последнюю прибавку 9. И сюда же 10. Вот таким образом мы снова развернулись. Вот мы этот ряд закончили. Теперь мы переносим маркер и будем приступать к следующему ряду. Это у нас будет 4-й ряд. Почему 4-й? Значит, первый ряд это у нас был цепочка из воздушных петель. Второй ряд это у нас был там, где мы в одной стороне 3 столбика без накида провязывали в одну петлю, а с другой стороны 5 столбиков без накида. И третий ряд, это который мы вязали только что, где с одной стороны было 3 столбика без накида, а с другой стороны было уже 10 столбиков без накида при развороте. Мы приступаем к 4-му ряду. Значит, мы провязываем 7 столбиков без накида одинарных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Снова мы дошли до разворота, и вот эту среднюю вот эту петлю мы провязываем снова 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Развернулись, и теперь вяжем 7 одинарных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова мы дошли до разворота. Мы дошли до тех петель, где мы начинали делать прибавки с вами в предыдущем ряду. Значит, как мы делаем их в этом ряду? Значит, первую петлю мы провязываем 2 столбика без накида в одну. Дальше идет одинарный столбик без накида. Снова прибавка идет. В один столбик предыдущего ряда провязываем 2 столбика. Дальше идет следующую петлю одинарный столбик. Снова прибавка идет. Так мы чередуем с вами прибавку с одинарным столбиком. Одинарный теперь столбик. Снова прибавка. Одинарный столбик. И последняя пара. Прибавка. И в петлю, где маркер, одинарный столбик. Вот мы закончили с вами 4-й ряд. Переставляем маркер. И переходим к 5-му ряду.
Переходим к следующему ряду и провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот снова мы дошли с вами до разворота. Дальше на развороте нам нужно сделать 3 обычные прибавки, то есть в каждую петлю предыдущего ряда мы провязываем по 2 столбика без накида. Итак, в первую петлю провязываем 2 столбика, 1, 2, в следующую петлю 2 столбика, 1, 2, и в третью тоже 1 и 2. Мы с вами развернулись. Дальше вяжем 7 одинарных столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И мы дошли до места до начала наших прибавок в прошлом ряду. Значит, для симметрии следующие прибавки мы выполняем следующим образом. Сначала провязываем просто столбик без накида, одинарный. Дальше мы делаем прибавку, то есть в одну петлю провязываем 2 столбика без накида. Дальше мы провязываем 2 одинарных столбика, 1 и в следующую петлю 2. И так чередуем через 2 столбика. Теперь мы делаем прибавку, 1 и сюда же 2. Дальше 2 одинарных, 1, 2. Снова делаем прибавку. И сюда же 2. Снова 2 одинарных. 1, 2. Снова прибавку делаем. 1 и сюда же 2. Дальше 2 одинарных. 1, 2. И последняя прибавка. 1, 2. Сюда же. И заканчиваем наш разворот одинарным столбиком, как мы и начинали с вами этот разворот. Вот мы связали очередной ряд. Переставляем маркер. И переходим к следующему ряду. Дальше вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дошли до разворота. Начинаем мы с прибавки. 2 столбика в одну петлю. Дальше одинарный столбик у нас идет. Снова прибавка. 2 столбика в одну петлю. Снова одинарный столбик. И еще раз прибавка. 2 столбика в одну петлю. И одинарный столбик.
Дальше 7 столбиков без накида одинарных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше мы начинаем наш разворот. Начинаем мы его с 2 одинарных столбиков. 1 и 2. Следующая у нас прибавка. 1 и 2 столбика в одну петлю. Да. Дальше мы будем чередовать прибавки и 3 одинарных столбика. Значит, следом за прибавкой у нас идут 3 одинарных столбика. 1, 2, 3, 4. Ой, извините. 3. 3 и дальше прибавка, следующий столбик. Снова 3 одинарных. 1, 2, 3. Прибавка. Снова 1, 2, 3. Прибавка. Снова 3. 1, 2, 3. Прибавка. И заканчиваем разворот одним столбиком без накида. Начинали мы с 2 и заканчиваем одним. В итоге получается 3. И переставляем маркер. Значит, мы связали с вами 6 рядов. И вот мы сформировали нашу каплю. Вот таким образом она выглядит. Дальше 7 и 8 ряды мы будем вязать с вами без прибавок. Просто в каждую петлю предыдущего ряда будем вязать столбик без накида. Значит, в одном ряду у вас должно получиться 48 петель. То есть мы 7 ряд провязываем, должно быть в общей сложности 48 петель. И 8 ряд провязываем тоже в общей сложности 48 петель. Вяжем самостоятельно. Ну вот, провязав 8 рядов, мы связали с вами нашу каплю. И теперь мы со следующего ряда, начиная с 9, будем равномерно распределять прибавки по всей окружности, для того, чтобы плавно нам перейти к вязанию тульи. Начинаем мы наш 9 ряд с 4 одинарных столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше делаем прибавку. 2 столбика в одну петлю предыдущего ряда. Дальше вяжем 7 одинарных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше у нас идет прибавка. 1 и сюда же второй столбик.
Снова вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше идет прибавка. 1 и сюда же второй столбик. Снова 7 одинарных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова прибавка. 1 и сюда же второй столбик. Снова 7 одинарных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прибавка. 1 и сюда же второй. 7 одинарных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прибавка. 1, 2. И заканчиваем 3 столбиками без накида, так как начинали мы с 4, чтобы выйти на количество столбиков 7. 2 и 3. Переставляем маркер. И 9 ряд у нас связан. 10 ряд мы вяжем без прибавок. Вяжем самостоятельно. У вас должно по окружности выйти 54 петли. Итак, 10 ряд готов. Он у нас был без прибавок. Мы приступаем к 11 ряду. И в 11 ряду у нас прибавки будут уже через 8 столбиков без накида. И еще нюанс такой. Нам нужно прибавки разбрасывать во времени. Значит, у нас была предыдущая прибавка вот здесь. Если мы ее сделаем над ней, то у нас получится не нужно никому угол. Во избежания таких углов мы будем разбрасывать прибавки в разные места. Значит, поэтому 11 ряд мы начнем с прибавки. Вот начинаем с прибавки. И далее у нас идет 8 одинарных столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И дальше идет прибавка. 1, 2. Вот таким образом у нас получаются прибавки в шахматном порядке. То есть в предыдущем ряду у нас вот здесь были прибавки, а сейчас у нас вот здесь и вот здесь. Все, продолжаем вязать 11 ряд самостоятельно, делая прибавки через каждые 8 столбиков. Итак, мы закончили 11 ряд. Так как мы его начинали сразу с прибавки, то закончили мы его 8 одинарными столбиками без накида. По окружности у нас получилось 60 петель. И 12 ряд мы вяжем без прибавок, а просто одинарными столбиками. В окружности их должно получиться 60. 12 ряд вяжем самостоятельно. Итак, 12 ряд провязали. И переходим к 13 ряду. В 13 ряду у нас прибавки будут через 9 петель.
А так как мы разбрасываем прибавки в шахматном порядке, то начинаем мы с вами с 6 одинарных столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Теперь делаем прибавку. 1, 2. И дальше чередуем прибавки через 9 столбиков одинарных. Сейчас вяжем 9 одинарных столбиков, потом прибавка, снова 9 одинарных и так до конца ряда. Заканчиваем ряд мы 3 столбиками без накида. Мы начинали с 6, заканчиваем 3 и выходим на 9 столбиков без накида. Итак, вяжем 13 ряд самостоятельно. Итак, 13 ряд мы связали, а 14 ряд вяжем без прибавок. И по кругу, по окружности у вас должно получиться 66 петель. Вяжем дальше самостоятельно. 14 ряд. Итак, 15 ряд мы закончили. Теперь 2 ряда, 16 и 17, нужно провязать просто без прибавок. У вас должно быть по окружности 72 петли. Итак, 2 ряда, 16 и 17, вяжем самостоятельно, без прибавок. Итак, переходим к 18 ряду. В 18 ряду мы будем делать прибавки через 11 столбиков. А начинать ряд мы будем с 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее делаем прибавки. 1, 2. И дальше уже чередуем прибавки с 11 столбиками без накида. Значит, вяжем ряд самостоятельно через 11 столбиков, прибавки делаем и заканчиваем ряд 3 столбиками без накида. Начинали мы с 8, 8 плюс 3 получается 11. Заканчиваем ряд 3 столбиками без накида. Вяжем самостоятельно. Итак, 18 ряд мы довязали, а 19 и 20 мы вяжем без прибавок. Значит, в каждом ряду у нас должно быть 78 петель. Итак, эти 2 ряда, 19 и 20, вяжем самостоятельно без прибавок. Итак, мы провязали с вами 20 рядов. 21 ряд у нас тоже будет с прибавками, но не с 6 прибавками, как в предыдущих рядах, а всего лишь 3 прибавки в этом ряду будет. Начинаем мы вязать с 2 обычных столбиков без накида. Затем в третьем делаем прибавку. И дальше до конца ряда между прибавками 25 столбиков без накида. То есть провязываем 25 столбиков, затем делаем прибавку. Снова 25 столбиков, делаем прибавку. Итак, самостоятельно вяжем до конца ряда. 21 ряд провязали. У нас получилось 81 петля по окружности. Теперь 22 и 23 ряд вяжем без прибавок. В каждом ряду по 81 петле. Итак, мы связали с вами 23 ряда. В 24 ряду мы тоже должны сделать 3 прибавки. Значит, начинаем мы с вами с 10 обычных столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Далее делаем прибавку. И теперь между прибавками мы делаем по 25, мы вяжем по 25 столбиков, так как мы вязали в предыдущем прибавочном ряду. Значит, этот ряд вы заканчиваете самостоятельно. Между прибавками 25 столбиков. И заканчиваем 15 столбиками, потому что начинали с 10. Это 24 ряд, а 25, 26 и 27 ряды вяжете тоже самостоятельно, без прибавок. Встречаемся в 28 ряду. Девочки, я ошиблась. В 24 ряду мы не делаем прибавки не через 25 петель столбиков, а через 26. А все остальное так и остается. Значит, 24 ряд мы провязываем, делая 3 прибавки через 26 петель. А 25, 26 и 27 ряд вяжем без прибавок. Итак, вы должны были провязать к тому времени 27 рядов. И дальше я не буду вам называть количество рядов, из которого будет состоять тулья, потому что плотность вязания у всех разная, рафия тоже разная, она по толщине немножко разная. Крючок может отличаться, я вяжу 3,5, еще люди вяжут троечкой или четверочкой. Вот, поэтому основываться дальше мы будем на замерах, на сантиметрах. Значит, нужно провязать высоту тульи, чтобы, как мерить, значит, чтобы она была 18 сантиметров. Как мерить, значит, вот от серединочки, где мы начинали нашу капельку, и вот таким образом до конца. Вот. Вот у меня получилось 18 сантиметров. Значит, дальше провязывайте самостоятельно до того момента, чтобы высота тульи у вас составляла 18 сантиметров. Ну вот, тулья готова. И теперь мы будем переходить к вывязыванию полей шляпы. Значит, первый ряд, он будет отличаться от всех остальных рядов. Он будет переходный от тульи до полей. Значит, вяжем мы его без прибавок и вяжем не обычными столбиками, а соединительными. Вот таким образом. Вот так вяжем весь ряд переходный от тульи к полям. Здесь такой нюанс существует. Значит, петли не слишком затягиваем, для того, чтобы шляпа потом не оказалась малой, но и не слишком. Делаем их свободными, чтобы она не болталась на голове. В общем, среднюю натяжечку делаем. Все, вяжем таким образом до конца ряда. Итак, провязали мы промежуточный ряд, установочный. И переходим непосредственно к вывязыванию полей. Значит, у меня тут закончилась ниточка, поэтому я буду добавлять, как раз расскажу как. Если вы вяжете именно столбиками без накида, то проблем никаких не будет, не нужно ее ни связывать, ни склеивать. Мы просто ее вводим в вязание, а кончики прячем между рядами. А если у вас какой-то другой рисунок, то тогда лучше ее склеить. Эту рафию клеем ПВА. Значит, сейчас у нас по окружности с вами 84 петли. Мы теперь начинаем снова делать прибавки. Прибавок в каждом ряду у нас будет по 6. Так же, как и было, когда мы вывязывали, расширяли наше дно. Вот. И начинать мы будем с 13. Промежуток между прибавками у нас будет 13 петель. Значит, начинать мы будем с прибавки сразу с двойной.
сразу с двойной прибавочки. Значит, как мы будем вязать первый ряд наших полей? Первый ряд будет немножко сложноватый, потому что нужно будет именно под вот эту косичку, которую мы с вами провязали, вот под нее вводить крючок и вытягивать нить. И все, и дальше идут обычные столбики без накида. Так, 1. И так как мы начинаем с прибавки, сюда же, под эту же косичку, вводим крючок, вынимаем и провязываем. Вот у нас сразу пошла прибавка. Дальше мы вяжем 13 столбиков без накида и прячем сразу кончики. 1, 2, я подниму и показываю вот под эту косичку. Мы вводим крючок и вынимаем нить, и обычный столбик без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот кончики у нас ввязались, спрятались, и их не видно. 11, 12 и 13. И дальше у нас снова идет прибавка. 1 и сюда же второй столбик. Вот между прибавками у нас 13 столбиков. Дальше заканчиваем этот ряд самостоятельно. Сейчас вяжем 13 столбиков, потом прибавка и так далее. Так, закончили мы первый ряд полей 13 столбиками без накида. Начинаем второй ряд с 8 столбиков без накида. И теперь будем делать наши прибавки через 14 столбиков. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем следующий столбик, прибавку 1, 2. И дальше вяжем 14 столбиков без накида. Снова делаем прибавку, снова 14 столбиков без накида, снова прибавку, и так до конца ряда. Так как мы начинали с вами с 8 столбиков без накида, то заканчиваем мы 6 столбиками без накида. Как вы уже поняли, прибавки мы будем разбрасывать в разных местах, так же как мы делали при вывязывании донышка. Все, продолжайте вязать второй ряд самостоятельно, делая прибавки через 14 столбиков. Второй ряд провязали. В третьем ряду у нас будут прибавки через 15 петель. В четвертом ряду через 16, то есть столбиков, а не петель.
в следующем ряду через 17, дальше через 18 и так далее, и так далее. В общем, закономерность вы поняли. Значит, дальше следующие все ряды до самого последнего вы будете вязать самостоятельно. И я присоединюсь к вам, когда в самом последнем ряду мы будем ввязывать ригелин. Значит, вяжите самостоятельно еще 8 рядов, чтобы в общей сложности у нас с этими двумя получилось 10 рядов. И потом мы посмотрим, достаточно ли ширина полей нам или еще провяжем. Значит, я покажу начало этого ряда. Напомню, главный принцип – это разбрасывать прибавки, чтобы они не были друг над другом, чтобы у нас не образовывались лучики и углы. Значит, начинаем мы третий ряд где-то приблизительно с 4 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. И далее делаем прибавку. 1 и сюда же второй столбик. И вот у нас получается, значит, в первом ряду мы начинали с прибавки, вот она. Во втором ряду наша прибавка была вот здесь. И в третьем ряду она посередине, между этой и этой прибавкой. Поэтому мы вот так приблизительно разбрасываем. И дальше мы вяжем 15 столбиков без накида, прибавка, 15 столбиков без накида, прибавка. Так до конца ряда. И мы начинали с вами с 4 столбиков без накида, и заканчивать ряд мы будем 11 столбиками без накида. Все, вяжем самостоятельно еще 8 рядов полей. Так, девочки, я провязала 10 рядов и решила, что мне нужно немножко побольше поля, подлиннее. И поэтому решила добавить еще 2 ряда. Смотрите, размер полей может быть разный. Если вы, провязав 10 рядов, решили, что для вас достаточно, значит достаточно. Если вы хотите поля шире, можно не обязательно даже 12 рядов, как у меня. Можно еще шире делать, в зависимости от того, какую модель шляпы вы хотите. Вот что касается моей шляпы, я провязала 12 рядов полей. И последний 13 ряд я буду ввязывать ригелин. Значит, сейчас я переставлю маркер. Значит, ригелин у меня, сейчас покажу какой, вот такой тонкий на 2 лески. Вот такой. И вот так вот целиком я его и буду ввязывать. Значит, он может быть белым, может быть черным. У меня в данном случае черный. Значит, для того, чтобы его не было видно, я вот таким образом раскрыла рафию. И рафия будет обматываться вокруг него, и его не будет видно. Есть девочки, предварительно обматывают ригелин вот таким образом рафией, а потом уже его еще ввязывают. Но я так не делаю, потому что его и так не видно. А вы смотрите, как вам удобнее. Значит, ввязывать мы ригелин будем просто обычными столбиками без накида и уже без прибавок. Вот этот последний ряд у нас будет идти без прибавок. Вот таким образом мы его ввязываем. И в конце ряда я покажу вам, как при помощи термоусадочной трубки соединять концы ригелина. Ну, для тех, конечно, кто еще не вязал, кто не знает. Вот таким образом он прячется. Благодаря тому, что мы рафию расправили, он хорошо прячется, и сам он не очень толстый. Вот таким образом. До конца ряда вяжем самостоятельно и встречаемся, когда уже нам необходимо будет соединять концы. Я начала ввязывать не от самого конца, а видите, вот оставила вот такой хвостик. Продолжаем. Девочки, один очень важный и существенный нюанс перед тем, как, я не сказала его, перед тем, как ввязывать ригелин, обязательно отпарьте
поля шляпы. Обязательно. Для того, чтобы они приняли ровный вид, чтобы нам было понятно, сколько ригелина нам потребуется по всей окружности шляпы. Для того, чтобы потом у нас не косили поля. Все, ввязываем ригелин уже на отпаренные поля. Вот я почти довязала ряд с ригелином, и теперь мне нужно соединить концы этого ригелина вместе при помощи термоусадочной трубки. Значит, сейчас вот у меня осталось вот столько недовязанного. Сейчас нужно четко обрезать. Сначала, смотрите, нужно разровнять, чтобы поля хорошо лежали, разровнять именно ригелин по всей окружности полей. И теперь обрезать четко по окружности. Вот. И теперь надеваем термоусадочную трубочку на один край ригелина и на второй край. Вот, все, мы соединили края ригелина. И теперь нам нужно эту трубочку нагреть для того, чтобы она зафиксировалась и не съезжала. Для этого я использую зажигалку. Можно использовать утюг через салфетку, кому как удобно. Вот так она сжимается и фиксирует края, и они уже не съезжают. Если будете при помощи зажигалки это делать, аккуратно, чтобы не подпалить рафию. Все, и теперь заканчиваем ряд. Обвязываем уже до конца. Все, ряд с ригелином у нас закончен. Шляпа, поля, точнее, у шляпы зафиксированы, они держатся. И теперь остался последний ряд, именно декоративной обвязки. Я буду обвязывать обычными соединительными столбиками. Вот таким образом. Вот под столбик ввели крючок, вывели и под предыдущую петлю. Вот таким образом. Обвязываем края полей соединительными столбиками и в конце ряда спрячем кончик, и наша шляпа будет готова. Продолжаем обвязку самостоятельно. Вот все, обвязка закончена, уже можно снимать маркер. Можно обрезать рафию и можно прятать кончик с обратной стороны. Протягиваем рафию. Вот, тут совершенно незаметно. И
И с изнаночной стороны прячем этот кончик под перепоночки и лишний обрезаем. Все, я думаю, что вы это сделаете самостоятельно. А так мастер-класс по шляпе Федора закончен. Ее осталось отпарить обязательно. Отпаривается поля, отпариваются тулья, отпаривается макушечка. И все. И шляпу можно надевать и носить с удовольствием. Она подойдет под любой стиль одежды, как под длинное платье, под длинный сарафан, так и под джинсы, под шорты, под туники всевозможные. Это очень универсальная модель, и я надеюсь, что она у вас получилась, и что вы будете носить ее с удовольствием. Кому этот мастер-класс понравился, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, потому что у меня дальше я планирую шляпы и сумки разных моделей и разных фасонов, так что будет еще много интересного. А сейчас всем спасибо, всем пока.